Мы не проститутки. Ваня, бойся. Ёбаный в рот. Ничего себе. 400 тысяч, блядь. Короче, детишки, у нас к вам загадка. Летит, когтями стучит. Правильно, дети. Кто это? Электрик со столба падает. Вот помнишь, как все начиналось? Бетон, Да. как бетон мели. Какой бетон? Нет, я помню, мы на китайскую камеру здесь снимали. Нет, Не, это сначала на эту зеркал. хуйню. У которой, как у Пахи, хуй. Объектив. Тузик. Тузя. Тузя. Блять, ночь, днем-то они смелые, блять, ночью тогда нахуй щемились. Че, где еще народ? Там же, блять, вас 10 человек, блять. О, а кто тут вас покормить? Покормил? Че, рис едите? Бедняги, блять. Должны мясо есть. Сколько вас тут? Короче, мы приехали к Максу на работу. Сейчас посмотрим, что он тут делает. Ёбаный шашлык. Нормально делай, нормально будет. Я, короче, завгар нахуй, человек разносторонний. Можем и электрику въебать, и ремонт, и тачку наладить. Здорово. Но только не через порог. Начнем с того, что подешевле, с того, что подороже. А что так по пидору сделано? Долбоёб, пойдем, я тебе покажу. Шкаф за 400 косарей. Да это просто... 400 тысяч, блядь! Да это полный пидор. О чем ты говоришь? Не, Макс, я понимаю, что такое сделать под старину, но это называется дешевый кусок говна. У нас бы жопу выебали, если мы так делали. Безлохая жизнь плоха. То есть, ну, я знаю, что такое сделать, например, мебель там или еще что-то под старину, да, грубо говоря. Это не такое, это не так делается, это не такого качества должно быть все. Вот это вот эти выщипы, понимаешь, это самая хуевая конченая древесина, брак, Это специально он искал который такой через древесину. станочник пропустили на грубой фрезе. Ну. И даже после этого не обрабатывали. Вот следы, что их станочник. Так специально это не так старина, сделано. это не старина. Ты шкаф Да это уебище, просто Кто шкаф видел? об которое ты рукой проводишь, у тебя зацепляются нахуй вот эти, блядь, занозы ебаные. А то, что он сделал шкаф из говна, из необработанного, вообще никак. Ты сделай. Я делал в Шкаф 1000 из говна. раз лучше. Лично я делал. гов- Просто жесть. Просто жесть. Закос, это закос под чё вообще? То есть, я понимаю, если это, блядь, под старину ты делаешь, ты фактурируешь, ты покрываешь и так далее. Ты даешь ощущение старины. А это закос под то, что этот шкаф был сделан из говна. Ну, с дуру можно и хуй сломать. Видимо, если люди готовы платить за такую шляпу, то можно, наверное, блядь, я не знаю, займемся делом старые нормально. трусы, наверное, продавать можно по 300 косарей тогда. Вот судя по качеству этого шкафа, блядь. Он просто свою шизу привел людям и все. Это наша загородная вилла. Бери лестницу, вилла. Бунгало. Виллы. Мы тут проводим пати на выходных. Эти пенные вечеринки, блядь. На втором этаже у нас там пентхаус, В короче. основном, конечно, пенные вечеринки. На Мы втором просто без них жить не можем. Вот там сауны у нас. Короче, мы были в магазине, блядь, и наконец-то купили мне подшипники, нахуй, задние, ступичные. То там уже гудит, как просто, как Амтел. Вот теперь надо к Завгару записываться на замену. Вот эти реснички я Максу делал. Пиздатые. Это единственное, что мне нравится в его тачке по дизайну. Остальное все хуета. Хуйня полная. А реснички пиздатые. Я делал. Макс у нас застрял в 90-х, похоже. Как бы года идут, жизнь меняется, а у этого человека ничего не меняется. По-прежнему с собой возит прямо вот так вот на заднем сиденье биту, как предмет первой необходимости. Слышь ты, долбоёб. Ты не охуел, ты слышь, снимать. Ну я и говорю. С другой стороны. Да похуй какой. Я вот только сумку перекидал. С другой стороны. Это вот
Вот этот электрик, знаешь? Это Рома электрик, он включает, губит свет. Онлайн-трансляция. Конечно. Да? Я как вам не заебало свою жизнь на общак выкладывать еще? Сейчас тебя выложим. Да меня не надо. Что там уебаешься, я тебя выложим. Вы не проститутки. Бреблет в бороду. Че, Я реально? прям как в клубе танцую. Ой, блядь, начнет. Паша, да ты гонишь? Нашего края. Это Огнестрельский район, поселок Шмаляева. Тут каждый кон либо он, либо я его. Проход в ноги ломал многих. Наш ход строгий, тебя тут пустят на хот-доги. Наш пароль логин, это года и сроки. Думал, что те года навсегда в итоге. Тут меняют цвет мед на мед. Тут понимают, кто мент, кто нет. Это не так стало. И пусть он в юстиции будет министром. Ах, эту тему нашел стратегических запасов соседей. Соседи? Пойдем проверим. Пойдем. Давай хоть мы подожгем, что ли, чтобы тушить можно было. Пиздатым О. пацанам, чтобы что-то потушить, поджигать нихуя не надо. Фу, воняет, ебать. Сука, сейчас все тачки ухуярят. Ничего себе. Прикурить. Ой, упало. Вот сюда один раз чувак упал, да? Он сюда не один раз падал. Нет, в смысле на машине. На машине когда не помню. А что, сюда живой человек падал? Да, синька, помнишь? Нет. Пошел поссать, короче, нету. Выходит, он там под деревом лежит. Ты реально? Да, он раза 3 падал. Пиздец. Он даже вот туда падал, делись там, я делал, там живой остался. Просто шел, о, головы. Он пиздец всегда синий. А этот Толяночка тоже пошел по сайте, не зимой тут что-то. Я такой сижу, нету. Ну пойду пасу, посмотрю, где он. Вхожу, говорит, что-то мочит, смотрю, туда вниз лежит. Сломал что-то ногу или руку, я не помню. А ты уверен, что им это не нужно все? Да. У нас тут стройка идет. Строим себе, короче, это. Виллу? Да какую виллу? Автокомплекс, короче. Ну с виллой. Тут автокомплекс, там Да, вилла, там вилла. будет зона отдыха, короче, рекреационная зона. Это все на деньги наших спонсоров. Да, Пепси нам платит. Мы, короче, блядь, стройку грандиозную заселили. Че разгружаем? Хозяев нет. Стройка закрыта. Загружай обратно. Ну все, кто полезет? Давайте на шачка, кто полезет. Ну вот, последнее приготовление. Столбик такой вот. Как бы. Ну как бы он просто живет под углом. Одевай пояс, блядь. Нахуя? У меня на высоте голова кружится. Этот жирный, блядь. А вот поэтому лезет Рома. Он ставит. Рома, на положить никуда не полезешь без пояса. Держи его, блядь. Давай не будем. Нахуй этот пояс, если на нем фала нет этого, ёбаного. Сейчас Чё, у зачем? меня есть веревка. Давай не будем Я тут веревку принесу. в героев играть, да? Да при чем здесь пояс-то он нахуй не нужен? Как Как это? Ты же не держаться? работать, а откусить только, долезть и откусить. Ну ты его Ну, да, передвигаешь и лезешь. Ну, чтобы кусать Нет. удобно. Его, блядь, не долезешь, что не передвигаешь. Да я в рот ебал. Если чё к бате за ружьем съездим, да добьем его. Вот это правильно. О, что, ёбнулась. Сейчас весь дом проснется. Алена, блядь. Сейчас весь дом кверху Вы будет. что слышите, что громко? А сейчас скажу, что это ты прибавила. Выключи нахуй свою музыку. Ты такая, да подожди, это новый трек. Да слушай. Мне бы фары такие поставили. Ай, ты вторая. Ну сколько? Я бы точно смеялась. Нагибайся. Отбей пятюню. Нихуя убрала просто. Убрала. Вообще Она разрыв. реально просто. Скажи, убрала. Жесть. Просто мальчишник. Это не улыбайся, видно, что зуба нету под таким цветом. Серьезно? Да. Ну да классно. Ты купила все завтра охуенные юбки. Давай нагибайся. Пиздец, я в рот ебал таки. Смотри, летит когтями стучит. У тебя когти переплелись, Ром. Ты вообще хоть раз лазил, да?
Давно это, видать, было? Я лазил последний раз, Ебать по мой осени хуй. меня отправили в эту. Думал, киселя хоть, самого мелкого, легкого. Че эти, когти большеваты, да, походу, для этих столбов? Я не знаю, да? Они только одним зубиком держатся, блядь. А? Одним зубиком только Там еще цепляют. в ножке один. Ты хоть обними, блядь, столб заебал. Так уже под углом, как горку идешь. Ебать он шатается весь. Ну конечно. Ну хоть видео с ним. Да нормально все, он и не такое переживал. Человек уже пожил. Ёбаный в рот. Блять, вот мне бы пятерку дали бы, я бы не полез, я тебе отвечаю. Почему пятерку? За пятерку не полез бы. Вы зажравшийся Мне человек. Ты бы, наверное, за пятерку, блядь, в кроссовках залез бы. Пятерку. Во времена моей молодости это, в принципе, блять, аванс. Не, я тебе серьезно говорю, я бы хуй полез бы. Где-нибудь на монтажах или, блядь, Челине там, блядь, заказ на убийство принимал 2 бутылок водки, блядь. Базар, да. Слава богу, ты не стал героем этого анекдота. Не стал анимацией этого анекдота, про который, не анекдота, а загадки. Летит когтями, гремит, блядь. Маша, откуда у тебя штаны Том Фар? Ну, блядь. Да она вообще хуевшая какая-то. Потому что у меня был тень... Мамы тоже такие. О, нихуя. Потому что у меня был Тиня. Что за тречик лютый? Всем покупал. По карте. Всем косарей купила. Тиня купил по карте. Ой, вот это... Оттуда, где я, мы живучие, как тараканы, голодные, как доберманы. Ищем выход из этой нирваны, простыми словами мы в яме. Это грязь, не асфальт под ногами, ходим кругами, буксуем с долгами. Я поеду мозгами, работа ночами, мешки под глазами. Если падаешь не на татами, здесь даже женщины в бой с кулаками. Каждый второй с синяками, сосунки с косяками, старики с языками. Всю боль не потушишь деньгами, пропитаны злыми деньками, цепляясь за каждой зубами. Еле сводили концы с концами. Это жизнь, мой никотин. Каждый день как вдох, еще один. Мы знаем, чего хотим. Мы знаем, чего хотим. Устали глаза смотреть сквозь дым и боль из ямы в небо. Не шагу назад. Свое забрать проще сказать, чем сделать. Устали глаза смотреть сквозь дым и боль из ямы в небо. Не распродажи, это вон Lexus малолетки взорвали на крыше мой. Взрыв был? Взрыв был пиздец, конкретно, вон аж лобовуха выпала. Нихуя себе. Трам-пам-пам. И что дальше-то? Короче, и тут моторы по всему ряду расхидал. Вон колеса от него лежат, вон то, все. Это, короче, багажник оторвало. А маховик от него? Маховик это не маховик, это сцепление, все от него. Там же коробка кулачковая была, вон видишь, 4 кулачка торчит. Ну ничего себе. Вот. Вот это, короче, мотор большой, это с дворника. С чего? С дворника. Вот А. тот, который поменьше, на боку, это с печки. А А где основной мотор? Основной он же у меня стоит. А, ну нихуя, видать, взорвали хорошо. Вообще, блядь, пиздец, тут все охуели. Блять, вон он стоит и улыбается, он взрывал, да? Ну ты, Антон, конечно, да. Нахуя взрывал Ну, Лексус? так. Говорит, главное, малолетки. Давай езжай гуляй Давай. по-шустрому, чтобы... По шустрик. А, Макс, стой! Я забыл спросить. А мы завтра сможем снять мотор с коробкой с Ниссана? Нет. Нет? Там москвич же стоит без слова в гараже. Ну и чё? Куда его девать? Сегодня сделаем ночью его. Москвич? Ну. Значит, сделаю, не вопрос. Вот это мы называем под старину, да? Ну. Вот она старина, блядь. О, тут стариною пахнет. Да. Вот это я понимаю, под старину сделано, блядь. Так, тут будет у нас по проекту, короче, бассейн. А была столовая? Да, будет столовая. Вот тут будет, короче, зал на 200 человек. 250.
Вот мой компаньон меня поправляет. 250. Да. Тут, короче, прилегающая территория, вот тут будут эти подсобные помещения. Вот ничем нельзя доверить, Макс. Да я же, блядь, не попал. А кто это сделал? Так его надо бить, что он будет мучиться. Дай что-нибудь. Ебало принимаю. Я с ногтями. Как зовут? Я Чё пили? Кто это? Куда едем? Куда ехала? Мы никуда не едем. Куда ехала? Ясь, ну сделай нормально. Чё пила? Да нормально, погромче, блядь. Чё пила, говорю? Я не знаю даже, что в моем блайнде. Ну выходи из машины. Почему? Я пристегнута. Так ты за рулем сидела, ебанашка. Она за рулем, второй гаишник. Ты видела вообще, как она ехала? Она танцевала за рулем, так я охуел просто. Так оставалось. Я просто не понимаю, как она ехала. За рулем никого нет. Че, блядь, ты вылезешь когда-нибудь из тачки, нахуй? Я вижу, там уже прописалась, нахуй. Я тачку надо отдавать вообще-то. Блин. Так косарь за сегодня заплатит. Я выбираю трек. Все, есть кадр. Нарядная такая сучка сегодня у меня. Скай надо поснимать, главное. Заглотила. Все, перекуриваем и едем на работу вообще-то завтра. Да вообще нахуй. Уже время, Тебе-то блядь. да, блядь. Уже время видели, блядь. Ему еще тусоваться и О, тусоваться. смотри, уже в инстаграме видели, ебану. Вот это крутяк Что, вообще. захотели Я меня? даже сфоткаю, да? Так надо кармашки одеть сначала. Где в инстаграм? Подожди, Да кармашки. подожди еще. Всё. Блядь, Сейчас что, кармашки одеть, чтобы получше полилось? Да, Это я все своими руками сделал. и кармашки. Вот эти. Хуя ты красава. Тут смотрите. Ходи, Ясь. Смотри, Но. смотри, чики плывут. Нихуя качество, охуенно. Давай стань с моей стороны. Чики плывут нахуй от моих этих. Чики плывут из моего багажника. Это вообще фото! Вот это прикол! Ты меня снимай, ты никто не умеешь танцевать. Слышь? О, это был сладкий поцелуй. Какие рукава? Ты видела, что у него рукава? А как Чё? Чё, блядь? Вы чё, охуели, блядь? Вылазь из машины! У нас пати продолжается. 7 клубов за ночь. Еще 5 осталось. Ну сейчас я ее уделаю, знаешь, хуяк. Батл, блин. Давай, Вова. Да, приятно девчонки, когда танцуют вокруг меня постоянно. Каждую ночь происходит это. Просто такой образ жизни, как. Ну что, Максим Леонидович, по плану дальше у нас тут. Поехать купить глухарей. Запускать глухарей будем? Есть. Вот тут что будет? Почему такой бардак? Под старину же. А-а-а. У нас же сегодня тема сюжета под старину. Вот эта вот композиция «Старина из стульев старых» называется. Подержите, пожалуйста. Композиция «Старина из старых стульев». Ей в обед 100 лет, а она все как лежала, так и лежит. Ну, слушайте, интересное такое видение художественное. Да, да, интересно. Вот ни Интересно. одно ебло разлетелось, которое хотело их уже отсюда убрать. И нарушить, Интересный этот, замысел. и нарушить этот сказочный порядок. Мне нравится ваш ход мысли, Максим Да, Леонидович. да. Я Вы еще, знаете- я ни разу не пожалел, что к вам обратился. Вы знаете, мы как бы это самое, это уже как бы да. Работники случайно не выпивают у вас? Кого? Вот. Не с чего им теперь выпивать будет. Вот нравится мне, Максим Леонидович, как вы вопросы решаете.
Мы решаем сразу и на корню. Вот, Максим Леонидович, мне кажется, у вас неисправна пожарная сигнализация. Ну, сейчас мы снимем, посмотрим. Устройство тоже старое, блин, уже. Нужно что-то посовременнее. Датчики это. Вот датчики это единственная вещь современная. Как бы вот в них, видите, слабое звено, проблема возникает. Уберите это безобразие отсюда. Ага, так, за демонтаж сколько должен? Если я приехал, то надо все нормально делать. Я тоже полностью исправен. Разве? Ну, А можно там- обратно ставить. А это распачечная коробка. Тоже исправно. Все. Ладно, пойдемте дальше смотреть. Что вы тут без меня? Золотой ты человек, Максим Леонидович. Заботишься об инвесторах. Что это было? Сука, Это змея, они у нас ручные, ничего страшного. я напугался. Ты что, реально ты напугался, кричал? Что, ты что, не почувствовал? У меня хоть мурашки по всему телу пробежали. Да какие могут быть приколы с бритвой воздуху?